туман опускается. Мафия просыпается. Ребята, привет! Ну вот мы добрались. Вы видели, по какой дороге мы ехали. Какой был у нас восход солнца. Мы сегодня опять с Игорем, с Юрой на новом месте. Привет. Скажи еще что-нибудь нам такое. Ну что, все нормально, новое место, обловим сейчас. Я думаю, килограммов 12-14 рыбы отсюда мы вывезем. Сегодня. Отлично. Покажу вам место. Мы как-то хотели сюда встать, но у нас не получалось. Тут сидел человек. И вот сейчас нам повезло. Мы на повороте. Сегодня мы будем ставить кружки. У нас есть 9 кружков. Игорь еще 3 доделает. Лодку мы взяли с собой. И на дальний заброс, и на удочке под корягами попробуем наловить карася. Место просто, ну, шикарное. Солнышко всходит. Рыбку будет. И вот так вот мы. Погодка сегодня бимбо. Такое дикое место. Но есть и машину поставить куда. Ну, в общем, начинаем раскладываться. Игорь, поздоровайся с ребятами. Мы уже Готовится идти на поплавковую удочку. То есть он не хочет раскладывать лодку, надувать ее, раскладывать снасти. Он сразу пошел ловить. А ты, Денис, снимай, все раскладывай. А я пойду сначала покидаю туда на спиннинг, а теперь пойду на удочку. Это Нет, говорит- Игорь. Это говорит тот, который берет удочку, идет ловить, а я вечно мешаю все подряд, цепляю карбаки и так дальше. Теперь наоборот. Так, ну первый мы закинем на макушатник. Вот я как раз начал монтировать. У нас вот получается такая снасть. Таракан. Ну, тот, кто раньше не сталкивался, да, то есть она очень простая. Берете пластинку в виде грузика, свинец подходит идеально. 2 дырочки просверлили, 3-я дырочка для фиксации. Привязали сюда 2 поводка, привязали сюда 2 поводка. Теперь ложим. Вот, суть ее в чем? Мы берем крючки, засаживаем в макуху. Когда рыба начинает его высмактывать, она засасывает крючок. На случай, если у нас макуха начинает растворяться, рыба там высосала, но крючок она не заглотила, чтобы он просто не лежал на дне, мы цепляем пенопласт. Это позволит ему подняться вверх, и шанс появится, что рыба его зацепит уже повторно. Вот так вот мы это делаем. Видите? Это обычный пенопласт. Просто подкрашенный немножко. Оп. Все, сюда. Есть. И точно так же я один крючок оставлю чистый. Без пенопласта. И один оставлю, чтобы он был с пенопластом поменьше. В чем, кстати, суть маленького большого пенопласта? При этом пенопласте он торчит вверх, плавает. При этом пенопласте он колеблется на течении, либо когда рыба подплывает, она его подбрасывает, и он медленно тонет. То есть разное поведение крючка. Поэтому я при монтаже макушатника я их комбинирую. Вот примерно получилось у нас так. Еще один. Вот. Все, то есть Один снасть крючок мы готова. оставляем без пенопласта. Да, один мы оставляем без пенопласта на засасывание. То есть, ну, получается, у нас разные режимы работы будут крючка. Вы можете произвольно делать, как пожелаете, да, то есть в зависимости от водоема. Вот. Ну, из практики, если как бы там первый заход рыбы не увенчался успехом, она не засосала, то чтобы дальше не пропадала зря снасть,
можно сделать по принципу, вот как донный технопланктон работает. Он будет растворяться, поплавочки будут держать крючки на высоте, рыба будет на них находить и засасывать уже непосредственно в пасть. Все, забрасываем. Куда будем кидать? Вот туда, там глубина около 3 метров. Мы стоим на повороте. Только колышко сейчас возьму. И вот туда Игорь далеко будет забрасывать. Первая снасть. Так, да, первую снасть мы закинули. Юра качает лодку. Я монтирую удочки дополнительные. Юра, как успехи? Всё, Ох, как порядок. солнышко светит у нас-то здесь. По-моему, Да, в прошлый раз не успели помыть лодку, потому что был дождь, не хотели, чтобы она лежала мокрая. Поэтому не мыли. Юра первый раз раскладывал эту лодку. Конечно, не без ошибок, но, как все нормальные мужики, он справился. количество ошибок было намного меньше, чем у Дениса. Но не все секреты он мне выдал. Сейчас мы планируем поехать за кукурузой в магазин и сесть позавтракать. Так, вторую удочку мы закидываем на ляща, на карася, опарыш плюс каша. В кашу добавили тмин, вот, плюс обычная универсальная прикормка и пшено. Закидывать будем вот на тот куст, насколько докинем. Главное, чтобы леска не порвалась. Но ее метров 40 здесь. Я думаю, что где-то как раз наполовину должно хватить. Порядок. Отлично. Так, и вот прикормили под кустиком и на поплавочную удочку окушок на Засолочный. червя. Посмотрите на это. Засолочный, да. Просто бомба. Юрий Игоревич, с почином вас. Спасибо. Несите садок. Или нате окуня. Давай мне окуня, у меня руки грязные. Вот это хорошо, вот это я понимаю. Ой, хороший какой, посмотрите. Ладошечник. Красавчик. Ребята, здесь у нас прям удочка в камышике. Сейчас я вам с вами попытаюсь. А вот она тут. Где? А вон она. Нет, это не она. Ой, а тут вода стоит, глянь. Уточка, вот ути. Вот она. Смотрите, какая красавица. Что это такое, я не знаю. Подскажите, кто знает. Прям рядышком, в метре от нас камышак сидит и никуда не текает. Сидела.
заплыва. Ну хорошо, пусть себе отдыхает. Итак, друзья, выплыли, ставим кружки. Итак, первый кружок. Только мне. Блин, уже такие. Один уже надломили. Где-то видно, ехали, плоховато ехали. Стоп. Готово. Первый есть, кукурузки кинь. Давай. Вот это ты так в чукину. Каша плавает. Это она замерзшая. Походу лед еще не выветрился. Так я в первый раз такое вижу. Каша плавает. Хватит. Так, итак, первый кружок есть, друзья. Всего мы поставим их 9 на разных местах. Итак, ребята, поставили 3 на этой стороне. Теперь плывем на ту сторону. Вот здесь не будем ставить? Будем сейчас, один здесь. Вот тут еще сейчас один поставим. Ребята. Мне этот коляжник очень нравится. Да, он тут все что угодно может быть. Оставляем Юру одного на снастях. Вот, поставили тут кружок. И у нас еще есть 2 кружка. Оказывается, у нас не 9 кружков, а 7. Остальные не собраны. Остальные не собраны, да. Ну, да, соберем сейчас. Вот, ну и Игорь. Поплывем сейчас туда. Есть там большая яма, там песок мыли. И попробуем там поставить, пока будем кидать на спиннинг, 2 кружка. Возможно, нам повезет. Погода замечательная. Осталось только, чтобы клевало и все. Да. Попробуем пока на вертушку. А по обратке будем уже пробовать силикон, начиная с ямы. Только у нас первая рябина это был окунь. Хочется попробовать его как раз и прощупать. Только, наверное, это большая на окуня. Сейчас я поменьше поставлю. Переплыли только что, выходили на бревно. Вот тут вот. Становились на бревно и перетягивали лодку. Скажу так, было стрёмно. Вот тут местечко такое уютное. Стоят палки, сидушка. Видно, тут кто-то ловит. Но места, гляньте, посмотрите какие. Просто красотища. Народ, вы представьте, зимой здесь засесть между этими корягами. Это же вообще, это бомба места. Просто огонь. Повесили силикон, пробуем на него. Пытаемся доплыть до ямы. Сейчас покажем, там мостик идет, получается. И там офигенная яма.
Мы решили, чтобы пешкарусом туда не топать. Проплыть на лодке, заодно посмотреть. Потому что мы никогда здесь раньше не были. Для нас это некий тестовый вариант. Походу, какой-то травы зацепил. Или ветку. Вот такой вот силикончик повесили. Понятия не имеем, на что будет клевать. В общем, туда решили обкидать силиконом, а по обратке уже. Разные варианты. Сейчас там на ямке станем, бросаем там на силиконы. Хочу, кстати, на балансиры тоже попробовать. Мороза еще нет, но тем не менее может кидаться на отвес. Честно говоря, хочется щучку поймать. Да, ты был прав, жарко стало. Курточку я зря одел. Вот чтобы вы понимали, вот на береге тут не просто место со стульчиком, там еще и сундук стоит. Я так думаю, что кто-то здесь регулярно рыбачит. Да, для рыбы тут рай вообще. Ух ты, есть! Щученька. Вытяни его у меня. Все. Где она? Опача. Готовняк. Ну где-то, Ну что, давай разбирайся сам. да, ну кило, наверное, а может есть. Нет, где-то так. Сначала этот. Угу. Есть, хорошая. С подчином. Вот она. Отличная. Первая. Ребята, она прыгучая до чертиков. Отличная. Покажем Ну, вам так. где-то кило Кило есть. есть Кило где-то. точно есть, да. А возьми вот так за жабры ее. Да, спасибо, у нее жабры колючие. Вот так вот. Я поздравляю тебя, Игорек. Клюнула, сейчас я вам покажу на что. Подцепили мы зеленую рыбку. Кстати, вот, Не надо приближать, я покажу. да, вот на такой силикончик. Он хоть и судаковый, но, как показала практика, щука на него достаточно неплохо кинулась. Отлично. Ну вот так, пробуем. Продолжаем. Дальше. О. Новое место, новая рыба, новая страсть. Да. И настроение сразу поднялось. Настроение. Да. И мошка была вкусная. Видишь, из-под веток там тяпнуло. Угу. Вымостки стоят. И вот сделанная. Посмотри. Штиль, солнышко. Есть еще одна. Ушла. Ушла. Ну, бывает. Просто на проводку. Вот здесь она ушла. Ну это побольше было. Это хорошо. Становится интересно. Ребят, облом у нас получился. Ой, плыли на яму, плыли. В итоге доплыли до переката и на лодке там никак. Да, то есть либо разуваться, лезть в воду и
переплывать пешочком, но, честно говоря, решили сделать по-другому. Возвращаемся сейчас назад. Вот, немножко там посидим, поперебрасываем фидеры. И потом на машине подъедем к этому мостику. И попробуем его там обкидать. Там идет яма неплохая. Вот, и есть шансы там и судачка потянуть. Что мы, собственно говоря, и хотим. Судачка, щуку, что будет. Вдоль берега плавают жерехины, правда маленькие, такие грамм до 500. Но тем не менее, не может не радовать, потому что они разводятся все-таки здесь. Пока что у нас одна щучка. Вторая у нас сошла. Был еще один удар. Вот. Но пока что второй еще нету. Ну, надеюсь, скоро будет. Не вижу. Видишь? Уже нет. Была. Ужик такой поплыл. Закормил в коряге. Решил сесть на поплавок, половить карася. Один клюнул, но сошел. Так, ребята, ну, снимаем кружки. Из улова у нас, в общем, сегодня щука где-то кило 200. И окунь. Плюс у меня 2 карася сорвалось, но это не считается. Я выплывал на лодке в корягу, подкармливал, пытался ловить. Много раз цеплялся, блядь. Все надоело. Поэтому решил, что хватит испытывать судьбу. Едем снимать остальные кружки. Но они пустые, они не сработали. В следующий раз попробуем поставить на живца, потому что сегодня хищник на самом деле активничал. Проблема в том, что у нас было несколько силиконок светло-зеленых. Одну оторвали, а вторую щука раздолбала. Та, которая сошла, ту, которую вы видели. Она оставила с этого силикона рожки и ножки, вся погрызена. Вот, и нам банально просто не было на что ловить, она блесны не клевала. Вот. В следующий раз попробуем взять с собой с запасом силиконок и достать карасиков на живца. Поставим кружки на живца. Я думаю, будет хороший толк, потому что мальку гоняла сегодня. Вот. Но не было, к сожалению, не поймали ничего маленького, чтобы его подцепить. Но, по крайней мере, сезон на хищника можно считать открытым, потому что начало клевать. Ребята, смотрите. Ходит, вот она, в 2 метрах. Кушать хочет, наверное. Вот кто это? Крячка. Кря-кря. Что это за зверь, Коль? Это дикий петух.
Игорь, кинь ей немножко этого пшена или кукурузки. Не боится. Голодная. Чаще подкормим зверю. Если хорошо накормим, будет сразу фаршированная утка. Все, съела. Гляньте, прям 2 метров. Листики не было. Просто бомба. Когда будем уезжать, тогда Гляньте, рядышком. Маленькая. Побольше б немножко, я бы постарался бы ее. Ну пусть кушает, ребята. Поела, думает, хватит. Приду чуть позже. Пойду посплю. Ну, ребята, прощаемся на сегодня. Скажем так, отдохнули хорошо. Рыбы поймали немножко. Щучку дербанули. Первый хищник. Нет, второй. На той рыбалке я тоже щучку маленькую на удочку с червем вытянул. Но этот килограммовая. Может, кило 200, кило 300 даже. Всем пока. До следующих встреч. Вы были на канале Баллады о рыбалке. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Ну и ждем вас на просмотр в следующем видео. Пока!